Трехдневное перемирие, масштабнейшая атака дронов и открытие аэропортов в России. Как долго продлится режим тишины? Зеленский сделал заявление для Путина за час до перемирия, объявленного Москвой. Что сказал? Экстренное совещание. Почему правительство съезжается в центр столицы? Германия передала новый пакет вооружения Киеву, а Мерц дал ответ, передаст ли крылатые ракеты «Таурус», которые способны долететь до Кремля. Путину необходимо уменьшить аппетиты. США критикуют Москву за позицию на переговорах. Что не так? Быть удару или не быть? Песков ответил на вопрос об ударе Орешником. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Берлин помогает Киеву. Накануне Германия объявила о передаче нового пакета военной помощи. В Украину будут отправлены ракеты для зенитных систем АРСТ. Кроме того, в пакет вошли 66 бронированных машин, самоходные гаубицы «Зюзанна-2», боеприпасы для танков «Леопард-2», около 40 тысяч снарядов для зенитных установок «Гепард», 27 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 70 разведывательных дронов «Вектор» с запасными частями, 917 противотанковых гранатометов, штурмовые винтовки и не только. В этом пакете помощи пока нет «Таурус». Это крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для высокоточного поражения укрепленных целей, таких как бункеры и мосты с интеллектуальной системой наведения. Но новый канцлер уже намекает, что он не прочь поддержать Зеленского. Президент Зеленский уже поздравил вас. Может ли он рассчитывать, что федеральный канцлер Мерц поставит ему крылатые ракеты «Таурус»? Президент Зеленский знает, что он может положиться на меня и на Федеративную Республику Германия. Напомню, что Германия до сих пор воздерживалась от их передачи Украине из-за опасения эскалации конфликта. Фридрих Мерц во время предвыборной кампании обещал поставить Украине ракеты «Таурус», критикуя Олафа Шольца за отказ от этого шага. Однако Мерц подчеркивал, что решение будет принято только после консультаций с европейскими партнерами из США, чтобы избежать односторонних действий. Несмотря на его заявление, немецкие депутаты выражали сомнение, что Мерц выполнит обещание, так как ему сперва необходимо ознакомиться с секретной информацией об этих ракетах, и тогда, вероятно, он изменит свое мнение. И теперь к главной теме. Уже с 00 часов 8 мая началось объявленное ранее Путиным перемирие. По заявлению российской стороны должно продлиться оно 72 часа. Накануне и Украина, и Россия пережили масштабные атаки. В 9 вечера по Москве были сбиты несколько дронов у российской столицы. Об этом писал мэр Собянин. Силами противовоздушной обороны Минобороны уничтожены еще 2 украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Уже ближе к полуночи абсолютно все аэропорты страны заработали. Ограничения, которые вводились из-за угрозы ППЛА, были сняты. Росавиация дала добро на взлет и посадку пассажирских самолетов. А в российском Минобороны не ответили прямо, как много еще беспилотников может лететь на Москву, но говорят, что от всего отбились. А много еще беспилотников на Москву будет лететь, как считаете? Отобьем все по параду? Всякого сомнения. Спасибо. Перед началом этого трехдневного перемирия стороны опять обменялись заявлениями. В Кремле отказались комментировать возможный удар Орешником по Киеву, о чем накануне много писали российские СМИ, как об ответе, если планы Москвы будут нарушены, но заявили, что предложение о прекращении огня действует. В данном случае нечего комментировать. Позиция наша по перемирию хорошо известна. Все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет. В Украине же уже больше недели говорят, что 3 дней недостаточно и предлагают перемирие на 30 дней. При этом Зеленский впервые прокомментировал масштабный удар дронами по России. Говорит вновь о зеркальном ответе. Мол, Россия бьет и Украина будет бить. Вот что он сказал за несколько часов до начала перемирия, объявленного Путиным. Абсолютно справедливо, что российское небо агрессора сегодня зеркально тоже неспокойное. Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь как минимум на 30 дней остается в силе. Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа. Никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально ясно и очевидно для всех демонстрирует, кто является источником войны. Россия должна прекратить свою агрессию
И им придется это сделать. Вопрос только во времени. Война — это проигрыш для всех, включая агрессора. Россия, напомню, не ответила согласием на такое предложение. Москве и Киеву же пора садиться за стол переговоров и вести прямой диалог. Вице-президент США считает для этого самое подходящее время. Кроме того, Вашингтон заявил, что Россия требует слишком много, и надо учитывать не только интересы Путина, но и Зеленского. И, конечно, первое мирное предложение, которое русские выдвинули. Наша реакция была: вы требуете слишком многого, но так проходят переговоры. Я бы не сказал, что я уже пессимистичен по этому поводу. Я бы не сказал, что русские не заинтересованы в урегулировании. Я бы сказал, что сейчас русские запрашивают определенный набор условий, определенные уступки, чтобы завершить конфликт. Мы считаем, что они требуют слишком многого. Хорошо, тогда, очевидно, надо учитывать и запросы Украины. Они — другая сторона конфликта, по крайней мере, прямого. И мы должны спросить, что нужно украинцам, чтобы успешно завершить этот конфликт. И мы продолжим этот диалог. Трамп разговором о России и Украине накануне выделил рекордно маленькое количество времени. Его ответ звучал лишь несколько секунд. Он лишь успел намекнуть, что пора двигаться и принимать решения, но не уточнил, кто это должен делать. То ли он сам и речь о введении санкций против России, о чем он говорил ранее, то ли Путин, который так и не отвечает на предложение Трампа о прекращении огня на целый месяц. Такое предложение, напомню, США сделали 11 марта. Мы приближаемся к моменту, когда придется принимать определенные решения. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Закончится ли война в этом году? Такой вопрос задали помощнику Зеленского Ермаку. В интервью немецкой прессе он заявил, что Украина хотела бы этого, но говорит, что сейчас решение не в руках Зеленского, а в руках Путина. Ермак также заявил, что американцам известно о красных линиях Киева, которые переступить нельзя. Речь о том, что Украина никогда не признает захваченные Россией территории российскими. Кроме того, Ермак отправил сигнал в Москву. Украина готова к переговорам обо всем. Согласно украинскому законодательству, Украина никогда не сможет признать оккупированные территории. Это закреплено в нашей Конституции. Но мы понимаем, что вернуть наши территории военным путем – задача крайне сложная. Как только у нас будет режим прекращения огня и мы захотим завершить эту войну, нам придется найти способ, как с этим справиться. Мы готовы говорить на переговорах обо всем. Главное, чтобы такие переговоры действительно состоялись. Итак, друзья, как считаете, как пройдут эти 3 дня и сколько продлится перемирие, объявленное Россией? Напишите свои варианты в комментариях, интересно прочесть. Экстренное внеочередное заседание. На такое заседание 8 мая собирается Верховная Рада Украины, чтобы рассмотреть одно из ключевых решений 9-го созыва – межправительственное соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Этот договор, часто называемый минеральным, обязывает Украину финансировать будущий фонд за счет рентных платежей от добычи редкоземельных металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также предоставляет США приоритет в разработке новых месторождений и приобретении готовой продукции. Народные депутаты накануне заявляли, что сначала состоится обсуждение соглашения, а затем само голосование за него. И это голосование пройдет быстро и успешно, набрав необходимое количество голосов. Зеленский уже заявил, что соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Украине нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста. Важно, чтобы все депутаты осознавали значимость этого соглашения и поддержали перспективы, которые оно открывает, заявил Зеленский. Это была, в частности, цитата. Итак, что вы думаете о сделке? Как считаете, будет ли реализован план Трампа? Он говорил, что такая сделка предполагает то, что в Украину заходят американцы, и их присутствие станет сдерживающим фактором для плохих игроков. Это цитата. Тогда он намекал, что российские войска не двинутся вперед и не пойдут против американцев, которые приедут добывать редкоземельные минералы. Напишите свое мнение в комментариях, и спасибо вам за это. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.